I'll be right with you. Just getting my water. Sorry. One moment, Джулиан. One more minute. It's okay, it's okay. Мы начинаем, да. It's Итак, добрый вечер, дорогие наши телезрители. Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем стриме. Хочу представить, сегодня у нас в гостях представители компании KEF из самой Англии. Это Джек, главный инженер компании KEF, и Джулиан, который нас покинул. Но он сейчас вернется, и вы обязательно его увидите. А также бессменный ведущий и крутой ютубер Михаил Сергеевич Борзенков. Ну и, собственно, я, эксперт компании пульт.ру Андрей Семенов. Собственно, друзья, прежде чем начнем, хотел бы немного отклониться от нашей сегодняшней темы и хотел бы прокомментировать один комментарий, который я видел в прошлом видео своего поклонника, не побоюсь этого слова, а именно Бабаева. Комментарий следующий, да, он, собственно, скажу ему просто. Уважаемый Бабаев, вам и вашим приспешникам лицезреть меня придется как минимум до конца карантина. У меня есть только одна рекомендация по этому поводу. Смиритесь. А мы, собственно, продолжаем наш стрим. Михаил, в общем, ты начинаешь, Давай, да. задаешь вопросы, Спасибо, Андрей. и Да. потом впоследствии мы начинаем. Значит, давай я еще немножко подскажу, как у нас будет стрим происходить. Смотрите, у нас два англичанина. Тот, который в наушниках и с микрофоном, это Джек Окли-Браун, доктор Джек Окли-Браун, начальник R&D департамента фирмы KEF, главный инженер фирмы KEF, то есть тот человек, который, собственно, разрабатывает колонки. Поэтому вот прямо сейчас все технические вопросы срочно в чате валите, по той простой причине, что Джек с нами всего 45 минут. Опа, что такое? Ему надо убегать. Вот. А после него, вот почему, видите, у нас там еще окошечко с человеком по имени Джулиан Джепсен. Джулиан Джепсен – это директор по развитию компании KEF, то есть он главный в KEF по бизнесу. Вот, соответственно, после того, как мы с Джеком разделаемся и завалим его самыми сложными вопросами о кроссоверах и точечных источниках звука, мы переходим к Джулиану и будем уже рубить его до конца нашего полуторачасового стрима. Я надеюсь, что мы не слишком долго задержимся, а то я не выдержу. Окей, давайте я сразу перейду тогда к Джеку. Okay, Jack. So the introduction is coming, actually finished. So everybody knows what we're talking to. And honestly, of course, there's a huge amount of questions to talk about with you. But let's start with the most obvious one. Я хочу задать вопрос, конечно, самый классический. Да? Мы знаем все, что фирма KEF, она знаменита своими коаксиальными динамиками, своими своеобразными коаксиальными динамиками. А их делают много разных фирм. Чем же кефовские отличаются от любых других? So, Jack, of course, the most famous these days KEF technology is the UniQ driver, the coaxial driver. Yep. The question is, there are quite a lot, but not a lot, but quite a few companies who are also doing the coaxial speakers. And what is the difference between the KEF UniQ driver and the others? Any other else? Yeah. Do you have a kind of definition on this? So the idea of taking a tweeter and a woofer and integrating them into one coaxial driver is by no means a new idea. So in fact, there's a famous book by Leo Baranek that talks about this in the 40s, and you might be familiar with Altec Lansing speakers from the 30s that try and do the same thing. So we're not claiming to be the first people to think of this idea, right? Let me translate that. Значит, Джек говорит, что понятное дело, что идея коаксиального излучателя, она далеко не нова. Еще сам старый Лансинг в 30-е годы экспериментировал с такими динамиками. Сейчас у меня вылетело из головы, чью фамилию он назвал в середине, когда говорил о книжке про акустику 40-х годов, но вы можете перемотать, когда этот стрим будет в записи, и услышать, как правильно произносится. Вот. Соответственно, конечно, фирма KEF не заявляет, что она придумала эту вообще идею. Yep. So what makes a UniQ a bit different is that it requires a miniaturized tweeter, and that was only possible when neodymium magnet technology became available. Он говорит, что особенно первая особенность в
именно драйвере UniQ, то, что там используется очень небольшой твиттер, то есть, я так понимаю, твиттер вместе с магнитной системой, что стало возможным только когда в использовании в производстве акустики появились неодимовые магниты. Yeah. And that was really available only at the end of the 1980s, and that's when KEF designed their first UniQ, and we patented the arrangement. And the benefit of miniaturizing the tweeter is that then you can put the tweeter directly at the apex of the cone. Мгм. Prior to that, coaxial drivers had to have the tweeter behind or in front of the cone. Ага, I see. Значит, и вот тут фишка, кстати говоря, да, вот наконец-то, слушайте, а я на самом деле не задумывался над этим, что вообще в большинстве коаксиальных динамиков разнообразных, там твиттер находится либо в глубине за динамиком, либо спереди, перед основным конусом, да, а благодаря тому, что они смогли сделать вот эту вот магнитную систему и сам твиттер максимально небольших габаритов, у них как раз-таки твиттер находится ровно в апексе, да, то есть вот на уровне в глубине этого самого излучателя, всего излучателя, соответственно, что, я так понимаю, обеспечивает нам хорошую фазовую характеристику. Впрочем, этого Джек еще не говорил. So, and what does it give you as a listener? So the major reason that you want to do this is so that you can trick the listener into thinking that everything is coming from one driver. So Мгм. even though the UniQ is technically two voice coils, a dome and a cone, it's two drivers, but when you hear it, it sounds like one driver. Мгм. Ну и, собственно говоря, с точки зрения слушателя, да, это дает очень важный эффект, который проявляется в том, что у тебя полное ощущение, что ты слушаешь один динамик, да, хотя, по сути дела, там две магнитные системы, два излучателя, да, но психологически, физиологически ты воспринимаешь звук как будто бы исходящим из одной точки, одного диффузора. Yeah. So in terms of the sound, that's very important. It gives the speaker a single coherent voice. Everything sounds like it's coming from one point in space, and you get a much more convincing illusion of the sound stage of the performance you're listening to by being able to reproduce everything from one driver. Мгм. Ну и, собственно говоря, как вы понимаете, это действительно приближает излучатель UniQ к характеристикам того, что мы называем широкополосником, да, то есть вот такая вот идеальная отработка и звуковой картины, да, и хорошая дисперсия звука, то есть вот это вот все супер правильное, то, что присуще именно широкополосным драйверам. В данном случае, несмотря на то, что используется два динамика, они максимально по своим, так сказать, свойствам физическим и воздействию на ваш слух максимально приближаются к именно вот этой вот ощущениям от широкополосника. Yeah, thank you so much. I guess if you have something to add to that. Yeah, so I mean, the UniQ in the products we make today has evolved a long way from the first ones. So I mentioned neodymium being available in the late 80s, early 90s, and Мгм. KEF patented the UniQ. Of course, it's a long time since the 80s now, and we have in that period worked an awful lot on refining the driver to make it work even better and better. So these days you will see some similar drivers from other companies, but they don't have the same patented technology that we hold in our portfolio today. Мгм. Ну вот и Джей It's говорит, the что 11th, вообще... Yep, sorry, Julian, sorry, want to it's the add something? 11th generation, right? Of Yeah, UniQ. it's 11th and 12th in some of our products. So Ага, значит, a они lot тут of уточняют друг у друга, какое уже поколение драйверов UniQ сейчас используется, 11 или 12. Да, вот сейчас между 11 и 12. На самом деле, насколько я помню, первый UniQ драйвер появился в 88 что ли, году. И, собственно говоря, тогда, как раз когда появились неодимые магниты в обиходе, и тогда KEF запатентовал эту технологию. Собственно говоря, с тех пор, конечно, драйверы развивались и сильно менялись. Да? Сейчас уже 12-е поколение. Я вот, честно говоря, уточнил бы. So, Jack, is there a serious difference between the, I don't know, first UniQ driver and the latest one? Or yeah. is it just an evolution of smaller steps? No, it's I mean, taking the original UniQ that was 1988, and it was I in a was right. product
called well done, the C35. And if you ever get the chance to see our museum in Maidstone, you can see Yep. we have that product there, and you can look at the drivers that came just before, and you can recognise it's an 8-inch cone driver that was used in one of the previous products, combined with a 19 mm silk tweeter. So very much a combination of existing parts for the first UniQ. Let me translate that. Значит, ну, как бы же говорит, что да, действительно, в 1988 году они сделали, так что я правильно знал, я вспомнил, смотрите, чувствую, я всегда чувствую. Да, в общем, конечно, в 1988 году действительно был первый драйвер. Он говорит, что я спросил у Джека, а есть ли действительно принципиальная разница между драйверами вот теми 1988 года и теми, которые мы сейчас слушаем в колонках. Он говорит, что да, понятное дело, что первый UniQ это был, по сути, некая такая сборка из уже существующих динамиков. То есть там был большой динамик, тот же, который использовался в других колонках и до этого, не в форме коаксиального драйвера. И твиттер тоже использовался в других колонках KEF. Соответственно, они просто совместили то, что уже было. Вот. А уж дальше развивали это, я так понимаю, как единую систему. Yeah, so what was then? Well, the original UniQ in the C35, in many ways, was an excellent technology step. We could see there's benefits in the directivity, in the coherence from the driver, but by just almost taking off the shelf parts and not having the chance to, see things as we see them now, there are also drawbacks to the original UniQ, some frequency response problems, some diffraction problems. And a lot of the work that we've been doing since has been trying to, eliminate all the difficulties of UniQ so that, you get a driver that just has the benefits of, what is a fundamentally great idea. Ну да, собственно говоря, я уже успел ответить за Джека на этот вопрос кратко, что он говорит, что действительно и первые проблемы с UniQ драйверами, конечно, стояли ровно в том, что это были действительно элементы разных уже готовых динамиков, которые, в принципе, не создавались специально для коаксиального излучателя. Соответственно, все дальнейшее развитие этой идеи, этой системы состояло в том, чтобы довести до ума именно коаксиальный динамик как систему, чтобы избавиться от тех недостатков, с которыми они сразу столкнулись, в связи с тем, что были разные динамики использованы, неподготовленные, да, теперь это все конструируется с самого начала как единая система, соответственно, и слаженность работы, и все остальное, оно, конечно, на совершенно другом уровне, хотя основная идея остается прежней. So, I think that was an interesting answer. Good. And, yeah. Just to expand maybe a bit more, I mean, a lot of the features on a KEF UniQ are very distinctive. So, and they're all in there to make the performance better. So you look at our UniQs, we have our patented tangerine waveguide to improve the high frequency response, Z-Flex surround to reduce diffraction, and details of how the dome and the waveguide are designed to go in. So all of this technology builds on UniQ, and without them, you can't really achieve something anywhere near as good as the drivers we're designing today. Ну вот, значит, вы понимаете, что там очень много именно технических аспектов каждой отдельной части вот этого всего динамика, да, начиная от, собственно говоря, состава материала диффузора и заканчивая вот этим вот их waveguide, да, который стоит сейчас перед твиттером, кстати говоря, в первых колонках, как они там назывались, C35, по-моему, KEF, в которых появился UniQ драйвер впервые, там не было никакого waveguide, то есть вот этой вот решеточки, как не решеточки, а такое волновода перед самим твиттером, а сейчас он везде есть. И это было, на самом деле, тоже большое нововведение, которое, собственно говоря, позволяет гораздо лучше сочетать звук твиттера со звуком основного конуса. И вот все это, конечно, только и позволяет получить сейчас тот звук, который вы знаете как фирменный звук KEF. The last question that I wanted to address to you from myself before we start asking our viewers. Значит, еще один хочу вопрос задать от себя до того, как мы перейдем к вопросам в чате. So, is there a certain character of the sound that you pursue in making speakers? Do you have any idea of this kind? And Yeah. if yes, what? And if not, why? Yeah, I mean, our design work is driven a lot by the technical side, that's for certain. But then when we're evaluating products, it's a combination of measuring and listening.
And in the listening side, I do think that there is a KEF characteristic to the sound, which is something which is very involving, a very clear soundstage with position of instruments and depth very well defined, and a kind of naturalness, if you like. So not trying to give you over analytical view of the music, but something which sounds representative of if you're hearing the real instrument. That's what we strive for. And something you can... Yeah, let me translate that now. Значит, действительно, Джек говорит, что определенные характеристики звука, они действительно стараются их педалировать, да, и эта характеристика, как он сказал, вот, скажем, 3 аспекта важны особенно. Первое слово прозвучало, это involvement, ну, то есть некая вовлеченность, да, то есть хочется, чтобы колонки вовлекали вас в прослушивание. Опять же, Джек сказал, что понятное дело, что мы там, значит, сидим, меряем и все это считаем, но все-таки обязательно идут прослушивания, и мы все на слух проверяем, чтобы это все звучало действительно психологически, физиологически увлекательно. Вот. А второе, это то, что колонки должны очень хорошо, именно идея Кефа, строить вот звуковую сцену, чтобы отрабатывалась глубина образов, их осязаемость, да, чтобы вы чувствовали, что вот в пространство у вас музыкальное заполняется какими-то реальными объектами. Ну и плюс именно вот ощущение естественности, да, настоящести тех звуков, которые вы воспринимаете из колонки. При этом они не ставят во главу угла достижение какой-то сверхдетальности, подробности, да, вот этой вот некой там абстрактной суперчестности акустики нет. Важнее, чтобы было ощущение живости, вот этой вот естественности звука, которая, вот, по мнению Джека, гораздо важнее, чем некие абстрактные технические моменты. Okay, and you wanted to finish with something? It's okay. Так, Андрей, я думаю, что пора тебе рубануть какой-нибудь вопросец нам. Да, Давай. Я хотел наших дорогих телезрителей предупредить о том, что самые интересные вопросы из чата будешь воспроизводить ты. Ну и, собственно, переводить. Ну, по возможности, понятно. Ну, хорошо, давай, тогда у меня есть уже... Если вы хотите, чтобы ваш вопрос озвучил сам Михаил Сергеевич Борзенков, пишите интересные вопросы в чат. Хорошо, ну, у меня тут есть один вопрос, или у тебя есть сейчас? Нет, я по поводу гриля, о которых мы... Давай. Хочу. Слушай, давай это Джулиану зададим. Уже Джулиану зададим, когда отплатим. Давай сейчас по технической части, да, по технической. Давай, начинаем. So, there's a nice question about the LS6. Mm-hmm. You know, everybody's talking. Actually, I have a couple more questions for myself about this, but let's start with the one with it from the chat, which I'm curious as well. So there's a guy who says, значит, вопрос сейчас, let me try it in Russian now. Значит, вопрос такой. Мне очень нравятся колонки LS6. Это понятно, что это стереопара. А как бы собрать на них беспроводную пятиканальную систему, ребята? Вот. И это хороший вопрос, потому что мне тоже интересно, вообще-то реалистично ли? So, guys, there's a guy who loves LS6. We know that it is a stereo pair. Is there a possibility or maybe some perspective of making a 5.1 home theater system with this kind of speakers or exactly those speakers? Jack? Unfortunately, not really with the LS6 as it's designed to work. It's really intended to be as a 2-channel system. So all of the kind of input configuration is designed for predominantly for two-channel music. And I mean, I think our main focus when we were designing that system was really, to try and offer something which is very convenient. Sure, but we also don't really want to compromise on our fundamentals, which is audio quality. There's a lot of products out there for a similar price, but we feel proper music is recorded in 2 channels. It should be recorded in, reproduced in stereo on proper speakers like you see in studios, and that's what we were. Значит, Джек, ну, слушайте, к сожалению, нет, сейчас на этих колонках невозможно построить пятиканальную систему.
Потому что понятное дело, что это все-таки акустика, которая предназначена для воспроизведения стереофонического сигнала. Опять же, надо понимать, что все-таки KEF в данном случае, они, опять же, прыгнули выше традиционных представлений о том, как должна выглядеть и играть акустическая система беспроводная, да, потому что, прежде всего, LSX — это беспроводные, как бы активные колонки. Традиционно сейчас образ беспроводной колонки — это одна маленькая пуколка, большего, как бы лучшего или худшего качества, да, а KEF все-таки идет по пути, когда, да, это полноценная стереофоническая система, которая работает полноценно именно с точки зрения аудиотехники, с точки зрения воспроизведения стереофонического звука, то есть, по сути дела, вы получаете, несмотря на то, что это вроде бы суперудобная, беспроводная там и дизайнерская штуковина, но она, по сути дела, работает ровно как студийные мониторы, по тому же принципу. Это очень важно. But is there maybe some thoughts or ideas of expanding this range, trying to do the 5.1 system with the wireless speakers, or it's too much to ask for? No, it's something we've talked about. I think the question from our side is whether there's the interest from the market. With you know, this kind of wireless product, there's a lot of services out there on online that can deliver two-channel streaming. So it kind of naturally follows a Wi-Fi speaker can tap into that really well for two channels. But when we talk about multi-channel, we're kind of then talking more about an enthusiast who's probably looking at having a decent sized TV, a Blu-ray player, something more permanent. And I think that we're not sure if the advantage of having the speakers wireless is quite as strong for that kind of user. Мгм. Ну вот Джек отвечает, что, во-первых, понятное дело, что сейчас огромное количество именно контента, источников, которые работают с двухканальным сигналом, да, и, соответственно, по большому счету, ну, и опять же тоже могу с своей точки зрения подтвердить, я, в общем, конечно, с респектом отношусь к многоканальным кинозалам, но могу вам авторитетно сказать, что если вы купите за те же деньги, которые вы потратили на 5 колонок, 2 колонки, звук у вас в кино будет лучше. Я этого не говорил. Извините, продавцы ресиверов. Вот, но в данном случае вы можете же понять, там смысл весь всей конструкции там LSX или LS50 Wireless состоит в том, что ты их можешь включить там и в Apple TV, и в ресивер, и во все остальное, и в телевизор даже, да, и получить вот абсолютно полноценный даже кинотеатральный звук в стереофоническом режиме. Ну, а делать пятиканальную беспроводную систему — это вот такой вопрос, скорее, насколько люди готовы будут за это платить. Вообще, пока что, вот видели по лицу Джека, что он не слишком уверен в том, что это нужно, то есть они там не как-то, видимо, провели исследование и анализ, и понимают, что это все-таки не совсем то, что если люди покупают домашний кинотеатр полноценный, да, то они скорее думают о нормальной инсталляции, которая может себе позволить уже и прокладку проводов и все остальное, вот, чем о вот такой вот простецкой истории с беспроводными колонками. Если уж они покупают беспроводные колонки, то, скорее всего, они думают о компактности, а тогда двух каналов более чем достаточно. Okay, now we have a technical question, which I pretty like. It's coming from the chat. Значит, хороший вопрос. Кроссоверы колонок KEF всегда очень сложные. Кстати, да, всегда, ну, может быть. Сейчас мы узнаем у Джека. Это сильно снижает чувствительность АЭС. Зачем так сделано? Можно ли упростить кроссовер? So the question is, the crossovers in the KEF speakers usually are pretty complicated affairs. Like, I actually I don't remember which is it a high order crossovers or whatever. But the question goes like, it makes the sensitivity of the speakers go lower. The guy who was asking saying that, and is there a reason for that? Maybe it would be better to simplify the crossovers. What's your opinion on this? Well, actually, maybe things are a little bit different from the situation 20 years ago with KEF. Certainly, we 20 years ago had quite complicated crossovers, lots of components, fourth order generally. But these days, not so much. Crossovers are quite a lot simpler. It depends which range you're talking about. But if we look at some of our ranges, for example, Q350, and that's just 3 components in that crossover. So our drivers are now
a lot better than they were, which means we do have the option to use quite simple crossovers. Even on our Let me reference. translate that now. Sorry. Значит, ну, на самом деле, Джек говорит, вы понимаете, вы, может быть, рассуждаете немножечко больше о колонках KEF старых, там, 20-летней давности, начала 2000-х, в которых действительно зачастую использовались кроссоверы довольно сложные. Сейчас драйверы, которые они делают, то есть сам этот Unicode драйверов и динамики, они стали позволять гораздо более простую вот это вот именно электрическое оформление. Поэтому, например, в Q350, если вы в колонках, да, это акустика, по-моему, самый крупный полочник, да, в линейке Q, в нем в кроссовере 3 элемента. Ну, как бы никак невозможно назвать его сложным, поэтому сейчас в целом у KEF очень простые кроссоверы, и это не является проблемой. Yes, we can continue, but what about the sensitivity and the effects of it? Well, I was going to say on our more expensive ranges, we do choose to use a few more components than just say 3, because we think that the trade-off of a small sensitivity loss is worth it for better control in the crossover. And the sensitivity loss is quite small through the crossover. It's something like half a decibel on a reference series. So they're not, I wouldn't say very complicated. And the sensitivity question is more to do with what we're targeting for the system response. So there's a trade-off. If we have a certain amount of volume in the cabinet, we have to choose how we're going to use that acoustic volume. We can use it, either to give ourselves bass extension or make something very sensitive. So we have to balance these two aspects, and we feel we're about right for most users at the moment. Окей. Да, значит, yeah, that's okay. I'll try to recall that. Значит, Джек говорит, что, ну, действительно, в более старших моделях акустики кроссоверы бывают посложнее, скажем, в серии Reference. Но это тоже абсолютно сознательная вещь, потому что не надо думать, что они настолько сильно, вот это количество элементов кроссовера влияет на там, чувствительность и поведение колонок. Потому что, допустим, спад в чувствительности, говорит Джек, на полдецибела максимум дают как бы вот этот сложный кроссовер. А глобально, что касается чувствительности и вообще поведения колонок, то тут приходится выбирать. Да, есть определенный внутренний объем колонки, который можно использовать для разных вещей. Например, использовать его так, ну, сочетать так его, так сказать, поведение с драйверами, чтобы повысить чувствительность колонки, а можно настроить все немножечко по-другому, чтобы добавить басовой составляющей, да, отдачи в басу. Соответственно, вот они пытаются найти некий такой более-менее свойственный именно характеру KEF баланс, да, то есть не гонится непосредственно с чувствительностью, и ему кажется, что вот это с точки зрения баланса качеств вполне себе рациональный путь, к которому они исследуют. Окей. It was a good answer. Андрей, есть у тебя еще вопросики какие-то? Да, у меня, на мой взгляд, есть очень интересный вопрос от пользователя Rocket Paul. Друзья, да, как меня слышно? Если слышно хорошо, либо Слышно плохо, хорошо. в чате пишут, что не совсем. Ну ладно, тем не менее. Вопрос. Здравствуйте. Мастер, создавая скрипку, настраивая рояль и тому подобное, хочет дать инструменту свое неповторимое звучание. Нет ли желания также и акустику настроить, чтобы сходу можно было понять, что это KEF? В принципе, этот вопрос, мы на этот вопрос мы уже вначале более-менее ответили. Нет, ну, подожди, опять же, именно чтобы вот не видя акустику, чтобы можно было понять, что это звучит KEF. Хорошо. Well, quite an epic question going on again about the character of the speaker. Mm-hmm. So there's a guy who's saying that stating as a reference the master violin makers who are giving a voice to the instrument. Кстати говоря, I actually... Jack, can you turn a bit to the left so we can see the cello? Вы видите, там у Джека в глубине комнаты стоит виолончель, между прочим. Это его жена играет. А сам Джек вообще-то играет на фортепиано, правда, жалуется, что времени на это нет. Okay, sorry, I just wanted to show to our audience that you're close to music. Да, так вот, значит... continuing with the translation of the question. So there's the masters who were doing violins and making them voice very distinctive and special. So can we say that you can tune the KEF speaker
the way that you certainly hear that this is the KEF speaker, even not knowing what kind of speaker it's playing. Are you doing something like that? Not particularly, no. I think I always feel when we, in general, the crossover design can be used to tailor the sound to an extent, but at that stage, you really have already a character in the speaker, even before you finish the crossover design, because it also comes from how you've designed the drivers, how you designed the layout, and so on. So it's really, when we talk about the balancing stage, we're talking about that crossover design stage, and you don't have, we couldn't, for example, make one of our reference series sound like another manufacturer's product, because we've got fundamentally different philosophies behind the scenes, the drivers, the cabinets, and so on. So the KEF sound isn't really the imprint from me personally or anybody else personally. It's the collection of all the technology we've put in, and of course we can mold it at the end to try and get something which we think is the best compromise for the parts. But really, the sound comes from everything, the whole design together. Мгм. Ну, Джек воспринял этот вопрос, как я понимаю, такой скорее с точки зрения того, насколько насколько лично его, так сказать, вот как мастера, ощущение вкладывается в звук колонок, да, он говорит, что, безусловно, я там могу что-то докрутить там в настройках кроссовера, когда колонка более-менее готова, но вообще-то звук KEF, конечно, складывается из идеологически уже разработанных, да, технологий, которые применяются в KEF, да, соответственно, это и драйверы, и их настройка, и сочетание, и то, как делается кабинет. И, соответственно, можно в теории заставить акустику KEF звучать каким-то совсем другим способом, да, и сделать ее похожей на какую-то другую колонку, да, но, безусловно, они не стараются создать какой-то конкретный звук, вот невероятно особенный у акустики KEF, он просто складывается из тех технологических особенностей, которые используются в производстве KEF. Вот у меня тут тоже есть хороший, кстати говоря, вопрос на это. Okay, thank you, Julian. And there's another question. Sorry, Jack. Which is, let me now give it in Russian first. Значит, хороший вопрос про топовые колонки Blade. Вот говорит, что в топовых блейдах применяется концепция полного точечного источника с оппозитно расположенными басовиками. Почему бы не сделать то же самое в бюджетных моделях? Я думаю, что в целом в всей линейке KEF. So in the Blade series of your speakers, you use the idea of the total one-point source driver, which means you are using the opposite sided bass drivers as well. Yeah. So the question is, why don't you do it through the whole lines of the speakers, even the cheaper ones? Because, well, of course, generally might be much better from the quality of sound point of view. Yeah, it's a good question. I mean, the technology, we call that single apparent source. So everything appears to be coming from a single point in space. But it hasn't been extended down the product range for a few reasons. I mean, one of the reasons is that it's quite restrictive of how you use the speaker. So it gives something where it has to be placed in free space. You can't have things as close to it. And we know for some of our customers, they want to put things in cabinets, for example, close to the walls. It's also quite challenging for us. Let me translate that now. Слушайте, интересно, кстати говоря, Джек тоже сказал, хороший вопрос, и ответ мне уже нравится, значит, потому что он говорит, что вообще-то не то, чтобы, типа, есть какая-то проблема с тем, чтобы
распространить эту идею, как она у них называется, полного точечного источника звука, распространить ее на другие линейки. Но проблема стоит в том, что когда вы делаете такую штуковину, вот как это сделано в Blade, вот этот вот источник, она довольно сильно влияет на, скажем, довольно сильно ограничивает возможности в расстановке акустики. То есть Blade, например, должны однозначно стоять в большом открытом пространстве. То есть их нельзя задвинуть там в уголок там, или в шкафчик и тому подобное. А вы понимаете, что чем бюджетнее колонка, тем, скорее всего, скромнее будут возможности по ее расстановке и, скорее всего, засунут куда-нибудь на полку. И это первая проблема. So this was the first thing. So what's next? It is also quite tricky to design a line of speakers like that. It relatively would suit the top end of the range because we'd need to have four drivers, four bass drivers. But it's quite tricky to do a whole range with that philosophy and do a stand-mounted loudspeaker and a smaller floor stander. And with the ranges of speakers, we know that our customers build multi-channel systems from them, and we didn't want to have one model with this driver configuration that they might pair with one that didn't have Мгм. side-firing drivers. Значит, ну и опять же, вы понимаете, что это все-таки довольно затратная история, то есть вам, получается, надо вот 4 динамика по-любому в колонку впендюрить, и это, ну, может работать для флагмана в линейке, да, то есть, окей, флагманская колонка может построена по этому принципу, хорошо, но при этом, если вы, например, покупаете вот все колонки в линейке для того, чтобы построить домашний кинотеатр, вы оказываетесь в ситуации, когда у вас фронтальная топовая пара, например, да, она совершенно по-другому ведет себя, да, с точки зрения взаимодействия с акустикой помещения, чем все остальные колонки. И это, на самом деле, становится тогда большой проблемой. А все колонки сделать по этому принципу, ну, получается, что вам придется слишком много за них платить. Я It's a good question, though. I do think it's a really very effective acoustic configuration and something that we probably should use wherever we can because it does solve a lot of problems and it always the speakers arranged like that have a very nice character to them. Мгм. Ну вот, но Джек тебе мне говорит, что, ну, а вообще, конечно, это очень крутая вообще штуковина, и, конечно, хотелось бы, чтобы у нас там вообще, где мы только могли бы, там везде бы использовали вот эту вот историю, но уж вот, простите, пока где можем, там используем. У меня тут еще один интересный технический вопрос. We have another technical, a Mhm. nice question, which I like. Let me now go in Russian with that. Итак, скажите, пожалуйста, а почему KEF не делает колонки с большими вуферами от 10 дюймов и больше? А то, понимаете, приходится докупать сабвуфер, чтобы хотя бы сделать полноценное стерео. That is another tricky question, which goes like, why don't you make speakers with the big woofers, 10 inches and more? Because I need to buy a subwoofer to have a proper bass to use with the KEF speakers, which I like the sound, but give me the bass, give me the big woofer. Why don't you use it? Well, the thing that really matters for producing low frequencies is the total area of bass drivers. So if we take something like, a reference three, say, two 6.5-inch drivers gives you the area of around about an 8-inch driver. If you take a reference five, you've got something like two 8-inch drivers. So we're not short of radiating area, uh, but if you increase the driver sizes and you don't increase the cabinet volume, you can't actually get more bass in a passive Ага. speaker. Yep. So Let me translate that. Значит, первое, что вы понимаете, что дело не в размере конкретно диффузора, а в размере вообще излучающей площади, которая, так сказать, которая занимается излучением басового диапазона. Поэтому, если у вас два там 6-дюймовых динамика, ну вот и считайте, что у вас есть та же самая отдача, которая даст вуфер больше 10 дюймов. Вот. Другой вопрос, что еще учтите, что для того, чтобы использовать такой большой вуфер, вам нужно и корпус делать гораздо больше, иначе вы больше баса все равно не получите. Yeah. yeah, so really this is, I think, with the way the question is phrased, it's more, to do with the volume. If we made the speakers a lot bigger, and at the same time we put more drivers or we put bigger drivers, then we could give something with more and more bass. But of course, we get something which is bigger and more, difficult to fit in people's rooms and more expensive. So uh, the products are designed to be,
flexible to position in different Yeah. rooms, and a subwoofer kind of breaks the rule because you can overcome its size by adding lots of power because they're active loudspeakers. So Mhm. that's why you can add a relatively compact subwoofer and get the bass you're missing. So it's actually quite an effective solution to avoid having a really big speaker. Is Мгм. uh, Мгм. Good answer, thank you. Значит, хорошо все раскладывает Джек, мне нравится. Значит, он говорит, ну, ребят, смотрите, давайте подходить с практической точки зрения, да, опять же, еще раз. Итак, чтобы нам, значит, использовать большие диффузоры, нам нужно, чтобы большой объем был у колонки. Соответственно, вы понимаете, что колонка должна быть здоровая. А здоровая колонка – это, естественно, проблема и с размещением, и с тем, как она ведет себя в комнате, да, то есть как только у вас, простите, вы хотите получить хороший звук там в комнате размера 15 метров, попробуйте туда засундолить колонку с 12-дюймовым вуфером и посмотрим, как вы намучаетесь двигать ее из угла в угол. То есть, понятное дело, что колонки конструируются исходя из, ну, некого компромиссной идеи, да, что все-таки это должно быть максимально комфортно для размещения, для взаимодействия с акустикой помещения и так далее. И в этом смысле сабвуфер как раз-таки, то есть то, что вам там не приходится, а на самом деле, что вы используете сабвуфер, это прекрасное решение. Потому что сабвуфер, он как бы за счет того, что это активная колонка, да, там есть усилитель, он, соответственно, не настолько зависит от собственного объема, да, а за счет мощности, которая там в усилителе содержится, он, так сказать, решает проблемы того, что не хватает объема для воспроизведения нужного баса. Поэтому, по большому счету, вот небольшие колонки с полноценным сабвуфером – это отличное решение, и как бы в нем вообще нет никакой проблемы, а это наоборот как раз вот да, мы так и надо делать, все правильно. Не обязательно вам использовать гигантские лопухи. Андрей, есть ли у тебя еще вопросы? Да, у меня есть специально для Джулиана. Можешь перевести, что Джулиан не скучает, скоро придет и наш. Julian, Andrei sends you regards and says it's only 10 minutes left until you go in charge. I'm getting ready for it. It's okay. Да, Okay, and the вопрос, question to Jack now. да, вопрос Джеку. В технологии UniQ хороша. Наведутся ли компании разработки звуковых излучателей, отличных от классических, с прицелом на будущее? Okay, so the question is again a perspective one. So the UniQ drivers are okay, thank you. They're But good. yeah. Well, they are good, okay, this says. But is there any ideas of developing some new systems of drivers or speakers to maybe change somehow the rules of the game or experiment? Do you looking that way? Yes, yeah, but not so much, to replace UniQ. I think for the way that we see UniQ is it is something that is very hard to do any other way. Mhm. So we have in our latest UniQ's driver that can cover from 300 hertz all the way up to 40 kilohertz, extremely low coloration, extremely controlled directivity. So that's really important. We want to continue using that. Let me translate that. Значит, нужно говорить, что понятное дело, мы все время там что-нибудь такое крутим-мутим, но вообще-то говоря, UniQ, конечно, это, ну, наше то, что называется вообще главное достояние, и сейчас мы добились как бы таких характеристик от этого драйвера, что, ну, конечно, мы, безусловно, не собираемся даже с любыми там экспериментами самостоятельными менять UniQ на что-то другое, потому что сейчас UniQ-шные драйверы – это штуковина, которая играет от 30 Гц до 40 килогерц, с максимально ровной АЧХ и минимальными искажениями и неровностями. Соответственно, ну, как бы переплюнуть это очень сложно по совокупности характеристик. И тем не менее, but anyway, is there any interesting... Yeah, so I think we're obviously committed to improving UniQ. There's things we've got in our research program for UniQ to make it work better. But I think the interesting thing is, then looking at the rest of the system and saying, well, how can we move that forwards? And in a way,
the active is very interesting, I think, because it gives us a chance to do things differently from what everybody's used to with passive loudspeakers. Значит, ну вот, кстати говоря, хорошо, потому что Джек предвкусил, так сказать, еще и один интересующий меня вопрос. Он говорит, что для нас сейчас самое интересное – это, собственно говоря, построение активной акустики, потому что это дает, конечно, совершенно другое измерение в том, какие возможности ты получаешь для настройки, для, так сказать, улучшение качества звука, потому что ты понимаешь, да, что тут получается целая и усилительная, и акустическая система, все в одном, и все продумывается от начала до конца, и это, конечно, очень серьезный и большой, так сказать, прогресс с точки зрения производства акустических систем. И теперь я позволю себе задать вопросы от себя насчет, значит, активных колонок, потому что мне кажется, что у KEF получилось, конечно, сделать вот эти вот активные беспроводные колонки абсолютно уникально удачными. Сейчас все пытаются это делать, объективно у KEF как минимум один из лучших вариантов. И вот, собственно говоря, как они дошли до жизни такой. So, Jack, my question, maybe the last one. So we already quite in time to make you to leave you free, to get you free. But the final one is, of course, about the active speakers, because my opinion is that the KEF implementation of the active speakers was one of the best on the market, obviously. And the thing is that I don't remember if KEF tried to do that in the past. So I don't think you had a lot of experience in this case. So how did you manage to do that? And what was the biggest problem to make the LS50 wireless or LS6? The biggest problem in it. We don't really have any modern active speakers until you get to LS50W. So the challenge for us is, how do we bring in this expertise that we don't have from our passive products, amplifiers, DACs, DSP. But we're very lucky because we're part of a very big group of companies, and so we can call on the expertise from our parent companies to help us out in this. Then the challenge is slightly different, because historically, if we're making a passive speaker, the team in Maidstone that I run, they've done this for 55 years. We all know what's required. With an active product, we have now a lot of new participants designing DACs, designing DSPs, designing amplifiers. So making sure that everybody understands what we're trying to achieve and everybody spec'd their part correctly. That's the real challenge, getting everybody to deliver into the system correctly. Да, собственно говоря, я задал вопрос, что я не очень даже, то есть я удивляюсь, насколько удачно у них получилось сделать эти свои LS50 Wireless и LSX, учитывая, что у KEF, я не помню, чтобы вообще был какой-то большой опыт в производстве активных колонок. Да, вы знаете, что есть большое количество компаний, которые делают активные мониторы одновременно, да, и пассивные домашние акустические системы. У KEF такого не было, отродясь. Не отродясь, но, в общем, давно не было. Вот. И Джек тоже подтверждает, что у них не было опыта работы с активной акустикой. К счастью, сейчас KEF тоже принадлежит к большой агломерации компаний, соответственно, у них, в общем, не было проблем с тем, чтобы привлечь сторонних специалистов. Тем не менее, да, вот в этот инженерный департамент в Мейдстоуне, который возглавляет Джек, понятно, что это ребята, мужики, деды, которые 50 лет делают пассивную акустику. Они все про нее знают, все хорошо, все понятно, да? А тут ты вдруг оказываешься на совершенно неизвестной территории, когда там надо, кстати говоря, я тоже об этом не подумал, что не только усилитель же там они разрабатывали для колонок, а еще, естественно, цифроаналоговый преобразователь и все эти беспроводные протоколы и модули, которые тут надо было строить, все это должно заработать, потому что главная проблема, Джек говорит, конечно, состояла в том, чтобы вот это вот все невероятное количество совершенно новых технологий свести и привести к общему знаменателю, чтобы получился как бы некий осмысленный продукт. And the last thing maybe that I wanted to know is that, of course, this experience in active speakers now that you have, but there are people who are still interested. Why don't you produce, the more convenient and simpler small smart speakers, or even active sound bars, which looks like quite an obvious move to go on with? Why not?
I mean, we did the LSX shortly after LS50W because we recognize some of our customers really want something smaller, a lower price. But we're keen to keep producing products that are very unique, that have a very typical KEF characteristic. And a soundbar or a smart mono speaker, when we look at that category, it's something where we're not really going to be able to play to our strengths as much as we can with LSX and LS50W. Ой, слушайте, я, кажется, даже вот задал вопрос на английском, а так его и не озвучил на русском, правда, Андрей? Да. То есть я спросил у Джека, что мне интересно, что, ну, вот они, понятно, они сделали там LSX и LS50, беспроводные колонки активные, все это, и вот это очень удачно получилось. Я говорю, ну, а в чем проблема теперь, когда вы уже все это освоили, технологию, почему нет там одной колоночки, да, беспроводной, то, что мы называем умная колонка, там, смарт-спикер, почему нет активного саундбара, ну, то есть довольно очевидно, почему этого не делается, значит. Ну, и Джек отвечает, на самом деле, мне нравится этот ответ, в том, что, ну, вы понимаете, что и то, и другое делают все. И в этом смысле KEF становиться вот в очередь как бы огромного количества компаний нет большого смысла, потому что в этой категории они не могут, то, что называется, показать свои лучшие достоинства. Да? Понятное дело, что все, что они умеют, вся та глубина и качество звука, которые они способны создать, в этих продуктах они как бы нивелируются. Соответственно, вот и, собственно говоря, LSX — это более маленькие, да, и более доступные активные беспроводные колонки, чем LS50, которые были до этого. То есть, я так понимаю, что и сейчас и те, и другие, естественно, есть. Вот. Ну, то есть, в том смысле, что, ну, как бы вот вместо... Я от себя сейчас добавлю, что эта штука для человека, который понимает, что саундбар — это всегда компромисс. Монофоническая одна колоночка, насколько бы классно она ни была технологически сделана, это все равно компромисс. И, кстати говоря, у меня тоже куча знакомых, которые ко мне приходят и говорят, что ну вот я хочу, чтобы у меня был весь функционал там, вот, там саундбар и умные колонки, да, беспроводное, все, ЦАП, там, цифровые входы, вся фигня, то чтобы это был классный, крутой звук все-таки, да. И тут неожиданно KEF занимает, как не неожиданно, а вполне ожидаемо, KEF занимает вот эту свою абсолютно уникальную нишу, потому что они как раз вот со своими стереофоническими этими полноценными колонками позволяют получить максимум серьезного звука вот в этой вроде бы как категории, которая играет на том же поле, что и саундбар и умные колонки. Okay, looks like it's time to let Jack go. Go, Jack. Значит, у нас тут просто, видите, у Джека не так много времени, ему пора идти. Давайте все поблагодарим главного инженера компании KEF, Dr. Джек Окли-Браун. Jack, thank you so much. You're very welcome. It was a pleasure to talk to you. And yeah. So now you can go back to your studies. Yes, I will. Thank you. And we will take Julian. Yes, good luck, Julian. Yeah. Thanks very much, everybody. Thanks very much, Dick. Take care. Bye-bye. Okay. Take care. Bye-bye. Джек, пока. Привет, Джулиан. Да, Джулиан, Okay. so, how are you doing? Значит, еще раз, Джулиан это человек, который имеет должность директора по развитию компании KEF, то есть, на самом деле, он, условно говоря, разбирается плюс-минус во всем вообще, что происходит в KEF, и поэтому я хотел к нему, конечно, адресовать уже такие более глобальные вопросы, знаете, о судьбах хай-фая и вообще судьбах, так сказать, мира. Мой первый вопрос, конечно, Джулиан, my first question. Первый вопрос, конечно же, о том, что сейчас происходит с производством KEF и как они переживают вот это вот все, что мы все с вами переживаем. So, the question is, of course, about the world situation. And how do you cope with this? Do you still produce speakers? How does this affect your production? And are you now sitting isolated or you're free? Yes. What's going on? Yeah, a lot is going on. A lot of going on, but not so much is going on as it used to be. And that's in the sense we know it or used to know it. I mean, obviously we are all affected, or a great part of the world is affected by COVID and the health crisis, the pandemic. We are no exception. We've also been affected and are affected to a certain extent. But if I just go back to a bit to the origin or the way the company is structured as KEF, as we are part of the GP group,
Let me translate that now. Значит, ну, Джин говорит, что, в общем, понятное дело, ребят, что всех нас тут накрыло, конечно. Вообще у нас, в принципе, дела идут. Мы не остановились там, типа, с колом. Но ясное дело, что все не так идеально, как всем бы хотелось, да. Но, опять же, тут Джин говорит, что надо понять, что, ну, что я хочу до вас донести, что мы все-таки не просто компания KEF, а мы часть огромной корпорации, которая называется GP Group. Yes, you can continue now. So, I mean, as we know, it appears that the origin was in China, and I mean, we are part of the group. And the one thing that is, I think, that sets us apart from a lot of speaker manufacturer brands is that we actually are a fully vertically integrated brand. We have our own R&D, with who you just had the chance to interview for almost an hour, with his main location in the UK, where the company was founded in 1961. And then we have also a whole team in Asia, in Hong Kong. And they were affected, or we were affected, mostly in our production first in February, combined with the Chinese New Year. If you remember. Yes, we obviously were affected because obviously also the Chinese government had asked for closure of all businesses, including all factories. So it was on a standstill, never before seen for the organization. But I think, with our good team and all of the departments working well and strongly together, they're able to manage to overcome any shortages in supplies or in the production stop. And we are almost back to before this all happened in terms of production capacity and ability to continue our supply around the world. Okay, значит, много. It was a lot of information. Yeah, sorry, but it's general knowledge, yeah. Okay. Значит, смотрите, тут надо учитывать, что собой представляет сейчас вообще, в принципе, компания KEF, да, тем более, что она теперь еще и внутри вот этого суперхолдинга GP. GP, вы понимаете, это гигантская китайская сверхкорпорация. И в этом смысле она позволяет, конечно же, очень, так сказать, таким небольшим брендом, относительно небольшим брендом, как KEF, чувствовать себя очень уверенно в том смысле, что у них выстроена вертикаль власти, условно говоря, вертикаль производства, как сказал Джулиан. То есть у них есть R&D, который сидит, значит, под управлением, в Майстоне под управлением Джека. У них есть в Гонконге отдельно дизайнерская команда, то есть там есть отдельный департамент, который занимается исключительно вот эстетикой всего. Они сидят в Гонконге. Значит, и у них, естественно, производство, которое находится в Китае. Но, кстати говоря, там, я понимаю, что вот именно референсные колонки, собственно, я же ездил в Англию, референсные колонки по-прежнему делаются в Англии, так же, как и у большинства английских брендов, вот эти самые дорогие. А, конечно же, народная акустика вся производится в Китае, потому что это суперэффективно. И понятное дело, что их хлопнуло все еще в феврале, когда в Китае начался вот весь этот замес, и, соответственно, китайское правительство закрыло вообще все производства. То есть они все были закрыты. Вот. Но уже сейчас все восстановлено. Вот. Опять же, благодаря тому, что у них есть вот этот вот бэкграунд участия в огромной корпорации, да, вы понимаете, что чем меньше бизнес, тем ему тяжелее. А здесь у них есть подушка безопасности, их всегда вытянет огромный вот этот вот концерн, поэтому они сейчас все восстановлено, все производство, они сейчас уже поставляют колонки опять как бы и производят их как и до начала, как я это называю, конца света. Yeah. Anything else to add to that? Well, again, as I said, we are vertically integrated, so we have our own R&D, we have our design team, we have our marketing, we have obviously our production. It's our own factory. We're not using an OEM to produce our KEF products, so we produce them in-house. But we have also, that allows us to have full control in quality and throughout the process. And that's very rare nowadays with speaker brands. Oh, yeah. Good point, actually. Ну, то есть, вот Джулиан еще напоминает, что вы понимаете, что у них вот эта вот вертикаль производства, она очень четко выстроена, и самое главное, кроме того, что есть вот R&D, есть, значит, дизайн-департамент, но еще и производство абсолютно свое. То есть, у них собственный завод. Они не делают OEM заказов. Это не то, что, как обычно это делается в Китае,
и как на самом деле действительно делают очень многие производители акустики сейчас. То есть есть завод, который производит одновременно колонки для этого бренда, этого, да, у них свой завод, который делает только KEF, соответственно, там сидят английские инженеры, которые за всем этим следят, тотальный quality control, извините, контроль качества. Вот, и, соответственно, это вот такая вот тоже то же самое преимущество, которое, опять же, они могут себе позволить как участники большой корпорации, и, соответственно, это такая редкая штука, но, опять же, именно поэтому колонки KEF вот все-таки живьем ощущаются, конечно, очень серьезно. My next question is coming from the audience. Следующий вопрос, который мне нравится. I first go in Russian as usual. Значит, вот вопрос именно о дизайне. Мне дико нравится, это я сейчас от себя, вот современный дизайн KEF с острыми углами, такой строгий, очень суровый, я прям дико ему респектую. Значит, но до этого, как вы помните, долгое время колонки KEF старались быть такими очень мягкими, округлыми и так далее. Вот, собственно говоря, вопрос стоит в том, что многим полюбился скругленный дизайн KEF, вот, и насколько, так сказать, тяжело было бросить старый этот круглый дизайн и вот обратиться к этому технологичному, и насколько это очевидное решение. So, Julian, about the design of the speakers, I already told the guys that I really love the recent design with these straight angles and all those stuff, but there's a lot of people who really love the older, smooth design of the speakers, and a lot of people consider it is a very bold, let's say politely, move to change that old design for the new one, which is, quite really different and really appeals to some other senses of the people. Yeah. So what was it a deliberate decision? How did you come to it? And do you feel now that it was a good decision or not? I mean, we believe we made a good decision. We've been growing over the last few years as a company as a whole, worldwide, and so something we're doing right. Of course, we cannot always satisfy all tastes and all wishes, but when we look at designing new products, we look at it from a holistic perspective, right? Mm-hmm. So we just not look one part of the product, but we look as a whole. And yes, I do remember, and I've been long enough with KEF to remember all of the IQ1, then IQ10, and then Q100, and now Q150. So 4 generations of product, and as well as before before R, there was XQ, which has also slightly curved, and the previous reference was also curved, right? So we were also quite known and liked by our cabinet design. But again, do you want to translate, or I continue? No, you can go continue now. But because we approach our designs and new products on a holistic level, I mean, if you have a curved cabinet, you have less cabinet volume, which then may translate into less LF frequency. So the driver has less excursion to move, right? To less volume, cabinet volume. And then also we are a very industrial design oriented company. Mm-hmm. And also got to a point where the industry, and if you look at the furniture industry, went away from making curved tables or curved furniture as well, and so on, and went rather into more linear design. And at the end of the day, in some way, speaker is like furniture when you get, a larger floor standard or so. So we want to be kind of fitting into the decoration and environment of homes, which is our main market. And at some point it was decided, again, as holistic design, we need to let's try the linear design, and it worked well all together, and we went with it. Yes, some have still the, let's say, how would I say, miss the curved cabinet, but we never know what the future holds, right? But at the moment, the designers are
are linear and are puristic and minimalistic, clean, you know. Okay, thank you so much. Теперь переведу этот длинный монолог Джулиана. Значит, как я уже сказал еще в вопросе к Джулиану, что мне, например, очень нравится, что кефы стали такими рубленными, такими суровыми, супер минималистичными, с острыми углами. Это очень круто. Ну и Джулиан говорит, что да, конечно, я давно в компании, да, я помню еще много-много линеек, много лет, все кефы были такие скругленные, такие все закругленные и с этими вот очень характерными закругленными корпусами. Кстати, сейчас от себя еще добавлю. И каждый раз, когда, значит, вот этот дизайн презентуется публике, всегда обязательно находится аргумент, почему он правильный с точки зрения звука. Я помню, что, значит, когда в начале 2000-х все делали скругленные корпуса, значит, была главная мантра, что, понятное дело, что корпуса, значит, вот такой вот формы неровной, да, они идеальны для того, чтобы там не образовывалось там каких-то, значит, стоячих волн и тому подобного. Это все гораздо лучше с точки зрения сохранения вибраций внутри кабинета. Значит, теперь другой поинт, кстати говоря, опять же, вот и то, что называется, ваше слово против моего. Но, тем не менее, рубленый квадратный кабинет, корпус колонки, извините, кабинет — это такой англицизм, на самом деле, в данном случае, он, на самом деле, в любом случае дает больше объема, чем скругленный, да, поэтому вам именно с точки зрения акустического объема, работы в объеме, гораздо лучше иметь просто квадратную колонку, потому что это максимальный внутренний объем, который вы можете получить в определенном размере. Так что, вообще-то, с точки зрения акустики, вот как бы это преимущество присутствует. Вот, с точки зрения чистой эстетики, Джулиан говорит, что, ну, понимаете, тренды-то меняются, да, все-таки KEF — это такая модная компания, если говорить честно, и вы понимаете, что там вот 20 лет назад, там, 15 лет назад было очень модно вот это вот все, значит, такое расползающееся, аморфное, когда все любили Заху Хадид. Вот, а теперь мы снова вернулись к суровому минимализму, и вообще время сейчас требует, конечно, вот это вот от этой всей барочности, конечно, уже не смешно. И сейчас стало особенно актуально. То есть вот эта вот строгость, минимализм, простота форм, сейчас они придерживаются этой дизайнерской концепции. Честно скажу, я ее целиком полностью поддерживаю, мне это дико нравится, мне очень нравится, как выглядят колонки KEF сейчас. Настолько нравится, что даже, может быть, я бы какие-нибудь... Так, ладно, это я уже заговорился. Андрей, есть ли у тебя еще какие-нибудь вопросы? У меня есть немного рекламы в нашем стриме, Михаил. Okay, now, Julian, we have a minute for the promotion in the stream, which Andrei is going to give. Дорогие друзья, вы можете наблюдать, мы расположили ссылку в нашем чате, перейдя по которой вы можете посмотреть и получить скидку. Хорошую скидку, не побоюсь этого слова, озвучивать в эфире ее не буду. Перейдите по ссылке, увидите хорошие ценники на всю продукцию KEF. Так что держите. Я тебя не обижу, я тебе хороший цена дам. Ты У нас все хорошо, у нас все хорошо. Так, продолжаем разговор. Да, Джулиан, тот вопрос, который я хотел в самом начале тебе задать, но Джек все испортил. В отношении грилей. Джулиан, с чем связано то, что новая серия Q поставляется без грилей? Okay, now the complicated, the serious, the bad question for you, which the question which Jack couldn't answer, because it's of course about the grills which are not supplied with the recent Q series. Yeah. So how need we to deal with that, and why did you do that? Почему вы так сделали, спрашиваю я у Джулиана. Почему вы не даете нам грили? Yep. Okay. I mean, when we look. When we are developing a new product or a new product series, all aspects are considered, and obviously, aside from the experience, we also continue on a permanent basis a market research, and we are a global company, and sometimes it's difficult to meet all needs for the whole world. So we try to find the best middle way, and that would satisfy the great majority. So the grill was, there was a dialogue before deciding whether to include grill or not. Let me translate it now. Значит, Джулиан говорит, что, ну, вы понимаете, во-первых, по-серьезки, значит, отвечаю, что, ну, трудно, как вы понимаете, в любом случае, когда ты делаешь достаточно массовый продукт, Q-серия — это все-таки массовый продукт все еще. Несмотря на то, что Hi-Fi — это уже не массовый продукт, как я продолжаю повторять много раз.
Тем не менее, это все-таки колонки, которые продаются в десятках стран, да, соответственно, у разных людей очень разные предпочтения, трудно удовлетворить их все. Они поэтому очень пытаются сделать некое взвешенное всегда решение, ну, чтобы оно было и, извините, с коммерческой точки зрения выгодно, да, для них, и удовлетворяло максимум желаний людей. Вот. И поэтому, да, они сильно мучились, когда вот приходили к этому решению. И сейчас мы узнаем, как это все происходило. Yeah, you can continue now. So let me also make an example. And there was done it was checked with all of the KEF teams around the world, the Americas, USA, Europe, Asia, yeah, Asia Pacific. So if Andre could grab the speaker behind him, which is a Q model, a Q series model, and just to point out, because it turned out that we believe in beautiful design that is always in support of acoustics, not against it, right? We will not sacrifice sound quality for design, but when we design, we try to make it still appealing. And our designs are puristic and clean. You don't see one screw, you don't see, no exposed screws or holes for the grills and so on. So it's very beautiful to look at the speaker without the grill. So after going around and asking and checking if the grill was essential, the majority result was no. And that's why we decided not to include the grill in the box and rather take that resource and put it into a better finish, into any other materials that would improve the product as a whole. Now, there are markets that said, oh, we need the speaker. I mean, we need the grill and the speaker. And they found some solutions, but it's obviously not the perfect solution as it's fully included in a box. Окей. Андрей, вот просят тебя, Джулиан, может быть, еще раз прихватить колоночку, притащить ее в кадр, который стоит за тобой. Вот вы видите как раз ту самую, о какой идет речь. Это Q-серия, с которыми грили не поставляются. Но Джулиан говорит вот следующую вещь, что вот смотрите, мы делаем колонки и делаем дизайн колонки таким, чтобы он был идеально подходил к... Ну, уже может так сильно не совать, там, держи ее на ручках, и будет выглядеть хорошо. Да, вот смотри, хорошо выглядит, прекрасно. Да, найс. Да, в общем, короче говоря, вот посмотрите на эту колонку, да, а вы видите, что она супер минималистичная. Здесь нет дырок, в которые всовываются штырьки для гриля. Здесь нет даже шурупов, которыми крепится драйвер, да, то есть все супер-супер-супер скрыто, очень минималистично и вот красиво и элегантно сделано. Вот, и, соответственно, ну, сзади можно не показывать. Хотя фазик мне нравится, он такой прям хороший фазик. Да, смотрите. Да, там прям можно. Так, все, это уже начинается аудиопорнуха, все, хорош. Так, значит, короче говоря, к чему речь, да, что они, значит, проводили, естественно, разговоры и исследования на всех рынках, и в Америке, и в Европе, и там в Великобритании, и в Азии. И, в общем, большинство тех самых дистрибьюторов, и проконсультировавшихся, и проанализировав продажи, понимают, что вообще-то гриль, конечно, для колонок KEF не нужен, потому что они и так зашибись. Тут, опять же, есть такая тема, что гриль – это типа такая защитная вещь, то есть, с одной стороны, эстетическая, с другой стороны, защитная. Да? С точки зрения эстетики, колонки KEF, конечно, гораздо лучше выглядят без гриля, ну, потому что закроете этот драйвер какой-то вот такой простой рогожкой, и вы не отличите эту колонку ни от какой другой и никакого фана. А она же реально очень красивая. Вот этот вот Unity драйвер, это зараза, ну, он просто эстетически, блин, хочется и на него смотреть. Ну и кроме того, вы понимаете, да, что и для звука все-таки гриль это очень редко бывает полезная вещь. В крайне редких случаях. Да. А во-вторых, с точки зрения просто защитной, тут есть нюанс, про который Джулиан не сказал, но я хочу обратить ваше внимание на это, что грили часто используются для того, чтобы защитить колонки от детей. Прежде всего, не вообще колонки, а твиттер, да, потому что ребенок приходит и обязательно должен сунуть палец вот в эту самую, да, вот как Андрей это показывает. Так у KEF, понимаете, есть гигантское преимущество, состоящее в том, что сейчас они все с вейвгайдом, и хрен ваш ребенок просунет палец туда, вот в эту вот, как она там, мандариновая, как она называется там правильно? Апельсиновые дольки. Да. Tangerine Waveguide, который на самом деле идеально защищает именно чисто механически вот подобного рода поползновений младшего поколения.
эту штуку, поэтому нет необходимости это все закрывать грилем, а колонки выглядят прекрасно без него. Я в этом смысле целиком согласен с Джулианом. Поэтому, если вы хотите, как бы обязательно гриль вам зачем-то нужен, ну вот мы можем приобрести. Но оказалось, что большинство людей считает, что для них этой необходимости нет, и нам тогда навязывать людям дополнительную вот эту вот еще штуковину и брать за нее дополнительные деньги с тех, кому она никогда не пригодится, ну, сами понимаете, тоже смысла большого нет. Yes! Андрей, у тебя есть там еще коварные вопросы? Спасибо за ответ. Да, кстати, друзья, скажу следующее, что грили можно отдельно приобрести. Это как бы не проблема и для напольников, и для 350-х, и для 150-х, неважно. Следующий вопрос, опять же от меня, мне очень интересно, встраиваемая акустика, одна из самых лучших, на мой взгляд, и конкурентов у нее нет в плане именно глубины, она всего лишь 3,5 мм, это KEF 160. Вопрос, как получилось при минимальных размерах получить максимальную отдачу именно в этой серии? Well, another quite a technical question actually about the custom install speakers. Okay. Which Andre says his favorite speakers because they are how do you pronounce it in English? So they are not deep and they are the less deep as any other speaker on the market. The thinnest, more shallowest. Yeah. Shallowest, yeah. So how did you manage to do that? In this case, the shallow speaker sounds not bad. yeah, actually it is. I mean, a while back. I mean, first of all, let's bring the relation between that product, the CI. I can say it right. The CI 160 TR, which is and we have the TS for square as well, which is one of the thinnest or less or shallowest or with the least depth CI speakers in the world. And this is a derivative from our T series. See, we were able to create a completely flat driver supported by special ribs around in the back of the driver in the T series, because also the T series are very low profile to match aesthetically, but also with very good performance the aesthetics of flat TVs, of LEDs. Let me translate that now. Да, слушайте, кстати говоря, хороший вопрос, на самом деле, да? Джулиан, да, мы с ним тут сначала пошутили на тему того, как перевести правильно, значит, вот это наименее глубокие, самые плоские колонки, потому что, на самом деле, shallow speaker, ну, это как бы перевод... это звучит не очень, то есть в смысле того, что он какой-то такой плоский, да, плоская колонка, плоский звук. Вот. Но действительно у них вот эта вот серия CI, то есть Custom Installation колонки фирмы KEF, действительно одни из самых-самых вот тонких, в смысле, господи, опять же, наименее глубоких для установки в мире. Как это получилось? Это интересный момент, что действительно Джулиан напомнил про серию Т, а ведь была несколько лет назад серия Т колонок, которые использовали сверхплоские излучатели, и смысл их был в том, что это были такие типа лайфстайл колонки. Они были, кстати, довольно приличных денег стоили, потому что это был, естественно, лайфстайл, но при этом с хорошим звуком, соответственно, это всегда стоит денег. Смысл в том, что они специально разработали суперплоский драйвер, да, который была большая такая поверхность и очень-очень неглубокая магнитная система, там какие-то были специальные ребра, по-моему, магнитные, которые это все, в общем, короче говоря, каким-то образом вся эта магнитная система была сделана по особенностям, чтобы колонка не была толще жидкокристаллического телевизора, да, нескольких лет давности, а жидкокристаллические телевизоры все равно были сколько там, 5 сантиметров, что-то такое, да, какой толщины, не такой уж большой. Так что это вот была для них прорывная технология, которую они использовали вот в этих вот своих, значит, встраиваемых для инсталляции колонках. Yes, Julian, we now can continue. Yeah, so it's only 36 millimeters deep mounting depth, so it's very, very shallow. And so it derives from our developments in the T series, which is also quite a popular product, as it aesthetically really fits and matches nicely TVs, flat TVs and screens.
Yeah, this technology, when we brought the product to market some years ago, it was the least deepest or most shallowest product with true dystonic as a real driver movement, thanks to this technology from the T series. Yeah, and so far we did not have to change or improve it because it was and is a strong market leader Too for us. revolutionary at the moment, so it's still revolutionary. Окей. Ну, то есть, действительно, это вот, значит, серия, я так понимаю, что 36 миллиметров всего, да, глубина этой встраиваемой колонки, что было феноменально, когда они вышли на рынок, и до сих пор они не меняли, собственно говоря, эту линейку, ну, с точки зрения вот этого параметра, потому что до сих пор она остается безусловно, одной из лучших, то есть наиболее удобно устанавливаемых на рынке инсталляционной акустики. Вот у меня тут есть вопрос, который будет отводить нас к, так сказать, истории и опять концепции. Мне интересно, все фирмы серьезные, старые, которые занимаются производством акустики, обязательно посвящают какую-нибудь новую линейку репликам старых моделей. А у KEF, конечно, в этом смысле огромное наследие. Там у них и легендарные собственные старые модели, и мониторы для BBC они делали еще в старые добрые времена. В связи с этим адресую этот вопрос Джулиану. So, Julian, there's another question more about the history and your marketing plans with that, because every serious British speaker manufacturer now makes a benefit of doing reissues or replicas or legacy models, which are derived or connected to the older famous models. And in this case, KEF has a lot of history, like the BBC monitors and the famous KEF models, which are, legendary and everybody knows them. So is there some plans or ideas of doing this legacy series, legacy KEF series? What could it be? What's your opinion on doing that? Is it worth it? Yeah, I mean, we have lots of speakers in the history of KEF that KEF has offered and produced in the almost 60 years of existence. But one direct sort of legacy speaker that we could mention, and that is, I think, really well known, deriving directly from one of the most popular and famous speakers, which was is the LS35A, used much by the BBC as a near-field monitor, is the LS50. LS50 is basically the modern. I didn't think about that, actually. So the LS50 is a direct derivative of the LS35A. Why is it not a copy or let's say a new edition of it today? Because the LS35A, it's spectacular. If anyone has ever the chance to listen to LS35As, and there was actually 10 years ago, a limited production of 500 pairs, which was sold out in a day or a week. But if you have a chance to listen to original or that one batch of 500 pairs LS35A, you will be amazed by how natural and how nicely it sounds. However, it's not of a big bass speaker, not big low frequency speaker. That's what it wasn't meant for, right? Let me now translate that. Значит, Джулиан сразу меня подловил на том, что на самом-то деле, слушайте, вот этот вот так как бы legacy ретро-колонка-то есть сейчас, и вы ее прекрасно знаете, потому что на самом деле колонки LS50, которые как бы LS50 wireless и все остальное, это же на самом деле безусловный реверанс к классическому BBC-шному монитору, который тоже назывался LS3/5 или как 3/5LS. Опять же, у них действительно, и то есть эта концепция вот этого такого классического британского мини-монитора, она, собственно говоря, и воплотилась сейчас на современном уровне в колонках LS50. Кстати говоря, хочу отметить, что действительно, опять же, Джулиан напомнил, что несколько лет назад они в буквальном смысле перевыпускали 500 пар вот тех самых LS3.5 абсолютно в оригинальном, так сказать, виде, в оригинальном варианте, как они производились еще в 60-х, только произведенные сейчас. Было 500 копий, которые, естественно, были раскуплены типа чуть ли не до того, как вообще начали,
как появились в продаже. Так вот, Джулиан говорит, что вы понимаете, что есть такой нюанс, что вот эти все-таки мониторы BBC, понятно, что мы сейчас про них вспоминаем, смотрим на них, это как бы классные колонки, это все ретро, вся история, это зашибись, это с них началась история KEF, но тем не менее, если вы сейчас послушаете вот и эти юбилейные модели, или старые LS35, вы поймете, что это, конечно, колонка очень и очень своеобразная, колонка, которая играет в основном среднечастотный диапазон, там практически нет баса. Если вы сравните ее напрямую там, с LS50, вы поймете, насколько LS50 гораздо более полноценная акустика, чем были вот те самые мониторы. Yes, now we can continue. Yeah, no, basically, so I think this is a direct, that would be a legacy product, but it had to be optimized to today's listening, and requirements. So, and it's been praised for 7-8 years as one of the best bookshelf speaker price performance, and still today, I mean, it's really still market leading. I'm not aware of any other history models that may get revived in the near term. I'm not aware of that. Ну, в общем, короче говоря, мораль всей басни такова, что в любом случае, даже если KEF и возьмется сейчас делать какую-то акустику, связанную, ну, то есть с какими-то моделями, которые производились в прошлом, все равно это все-таки, скорее всего, будет уже гораздо более осовремененная версия, то есть это не будет в буквальном смысле реплика, это будет все-таки переосмысление колонки, так же, как вот LS50 были переосмыслением акустики BBC Monitor 3/5. А у меня еще один вопрос есть к Джулиану, глобальный, да, поскольку это человек, который занимает должность директора по развитию компании KEF. Я, честно говоря, хочу поинтересоваться, а что они все думают вообще о будущем хай-фая? Особенно теперь, когда экономический кризис нагибает всех, на самом деле, в мире. Вот. Что с хай-фаем-то будет? So, Julian, now a very serious question from me. Okay. As far as you know, and you are as one of the directors of the company, so the people who are responsible for the future of it and for the future plan. Well, not that high, but okay. Oh, but okay. I'll have to The question is, of course, we now experience a big economical crisis everywhere in the world. We can't. We need to deal with that. So, what is your vision of the future of hi-fi? Because hi-fi, of course, is not a thing of the first demand. So, will we survive? If we will survive, which are the ways to do that? How are we gonna live with our beloved hobby in the modern years? Wait, it's a difficult question. It is, course. as you said, a very... Сложный вопрос, говорит, ты задал, мужик. А как же? I mean, I think we are in this crisis that we are experiencing now, or this pandemic. I think it has no precedence, at least in the times of recordings. I think that the worst one before this was the Spanish flu, right? Yeah, which was exactly 100 years ago. Yeah. Then we have 100 years to take a break. Hopefully not. But obviously, this is unprecedented. We don't know in current modern markets and economies how it will turn out. There is still so much uncertainty. What we can say is that KEF has taken the necessary measures to remain strong. There is a confidence that we will or should go through, come through this crisis still strong, and that we plan on remaining in business and offering and developing. As you see, Jack was saying, I mean, we're still strongly developing and working on new developments, R&D, and we're here to stay another 60 years. But you want to translate? Well, actually, I will translate that. But actually, what I wanted from you is your vision of the future of the hi-fi in general, not only KEF. Well, but until that, I will translate, and you can think about it.
Значит, но Джулиан начал отвечать на вопрос в том смысле, что, кстати говоря, довольно, да, забавно, что вот эта беспрецедентная ситуация для нас, конечно же, в мире, который мы сейчас переживаем, и понятное дело, что это, значит, вирусный кризис, который, по сути дела, 100 лет назад последний раз. God bless you. It's not that. It's not that. Да, в общем, короче говоря, мы переживаем сейчас абсолютно уникальное, конечно, время, потому что последний раз человечество переживало подобную эпидемию в 20-х годах, да, это эпидемия гриппа и испанки. Прошло 100 лет, надеюсь, что еще 100 лет пройдет, прежде чем мы столкнемся опять с чем-то подобным. Вот, поэтому, конечно, никому, на самом деле, если честно говоря, непонятно, что дальше будет. То есть, как это все отразится на экономике, и как мы там будем выживать. Понятное дело, что KEF как бы старается держаться, старается целиком и полностью, так сказать, соответствовать своему статусу. Но я конкретизировал вопрос и сказал Джулиану, что, ну, все-таки меня-то интересует даже не столько KEF, сколько вообще его мнение по поводу вообще будущего хай-фая, насколько мы, так сказать, будем продолжать слушать и покупать колонки в эти сложные времена. So once again, the future of hi-fi, will we still listen to hi-fi and buy speakers? After I think hi-fi will always exist in different ways and formats of listening. I mean, look, in the past, when we weren't even so around or too young, it was almost like a given hobby or a given part of the household, right? You have a set of speakers, a pair of stereo speakers, and you would get an LP, right, and a vinyl, and you would go home and you would listen to it and actually gather with friends to listen to that vinyl. That's obviously the way of listening has changed over the years, and especially with the compression of audio and information and with the digitalization of it. Let me translate that now. Ну, то есть, вы понимаете, Джулиан говорит, ну, вообще, конечно, хай-фай, безусловно, будет жить, потому что вы понимаете, что мы уже в нашей индустрии пережила такое количество катастрофических изменений для нее. Вспомним хотя бы, с чего это начиналось, когда был расцвет хай-фая, да, там мы еще все помним, там, типа 20-30 лет назад, что 30 лет назад, было очевидно, что хай-фай – это некая штуковина, которая в каждом доме есть, ну, плюс-минус, да, у тебя всегда были две колонки, был усилитель, был проигрыватель, дорогой или не очень, но так или иначе это была плюс-минус хай-фай система, была очевидным элементом домашнего досуга, да, ты покупал пластинку, ты приходил, друзья собирались, вы ее слушали, это было нормально. Потом цифровизация, потом все поменялось, сейчас совершенно по-другому воспринимается музыка и звук, и то, как мы к ней относимся, но что же происходит? So, Julian, go on. Yeah, so KEF has always been, obviously, the heritage of KEF has been passive speakers. That's how we started, right? And we are a whole home solution for audio in that sense, right? For your main stereo listening, for your TV listening, for your office, anyhow. And we offer products from few $100s to $200,000 and everything in between. So we really have, for almost basically all application, a solution. Now, with the change of the way of listening, right, and streaming services, etc., we ventured into the active side of things, right, as Jack mentioned. And I think KEF will remain loyal to its heritage of still offering and developing interesting and attractive passive speakers for stereo configurations as well as cinema configurations. But we do see a strength and a focus on our development and further development of active solutions to match and adapt to obviously to existing consumers, the way they listen, but also to new consumers who only know the way of using a phone to stream something to a device. And there will be a future for hi-fi. It's going to be changing and has changed over time, but we are working to be part of that future. Right? Good. Let me translate that. Ну, кстати говоря, да, и вот Джулиан говорит, что понятное дело, что все менялось в хай-фае, да, и также менялось и отношение KEF к тому, что происходит. Понятно, что KEF, зарекомендовавший себя производитель этого самого, как это называется, пассивных колонок классических,
Но вы посмотрите сами, да, что происходит. Что мы столкнулись с тем, что поменялся подход людей к воспроизведению музыки, к потреблению музыки, да, и мы стали инвестировать в совершенно другие технологии. У нас появилась вот линейка активной акустики, которая оказалась очень успешной для KEF. Она поменяла как бы отношение нас с рынком и массу новых людей привело к фирме KEF. Понятное дело, что будут всегда классические пассивные колонки фирмы KEF для ценителей, для настоящих фанатов и хай-файных безумцев, вроде меня. Вот. Понятное дело, что сейчас они смотрят именно на новые способы потребления звука, да, на людей, которые привыкли и существуют в мире, где музыка вот отсюда играется, и, соответственно, они будут создавать хай-файные решения именно для этой ситуации. Соответственно, главная задача KEF в данном случае в том, чтобы вот из этой штуки получить настоящий хай-файный звук, а не просто, значит, построить какую-то там простую, удобную колонку для воспроизведения чего бы то ни было. Вот, так что фирма KEF, надеемся, мы останется с нами, так же, как с нами останется и хай-фай в других формах, в новых, так сказать, технологических образах, но тем не менее хай-фай должен выжить. And actually we are running over time now, but I still have a couple of questions for you. Sure. Мы уже немножечко вышли из регламента, но у меня еще есть пару вопросов достаточно практичных. С твоего позволения. Да, Андрей хочет задать вопрос, да? Да, я хотел задать вопрос. And there's a question from Andrei as well. Okay. Да, в отношении портативных решений планирует ли KEF увеличивать ассортимент именно наушников, и что касаемо внутриканальных, и наушников из серии TWC-S? Ага, это был мой вопрос, да. So, Julian, there's of course a question about the portative solutions, which are the headphones, first of all. And there was a very interesting headphones coming from KEF in recent years, and there were quite a people who really adored that. Значит, я тоже добавляю от себя, что вот эта линейка наушников, которую KEF выпустила несколько лет назад, она была довольно-таки приобрела культовый статус у многих. So, is there any intention in going on with the headphones further? Maybe making in-ear models, maybe, well, developing this line somehow? I mean, yeah, I said, I mean, our main expertise and our best products have been and are in speakers, yeah. But again, yeah, and a headphone is a way or a type of speaker. Just you wear it on you, it's on the go. So, but I mean, we have had a number of good headphones in our portfolio over the past years, product portfolio. And we just finished or discontinued, are in the process of the headphone product that was in collaboration with Porsche Design. Mm-hmm. And well, I mean, there's not so much I can say at the moment, but I think we should look forward to you know, the near future, near midterm future, and eventually we could be part again in this segment of headphones. Basically, I mean, our focus is to be again a whole home solution, as well as eventually to have a KEF on the go for the enthusiasts. Угу. Ну вот, значит, ответ в том, что пока что они, как вы знаете, немножко все-таки производство наушников, так сказать, подприбрали, потому что, конечно, KEF это все-таки специалист по производству колонок, хотя, конечно же, опять же, и, кстати говоря, помнишь, Ларс Воре то же самое говорил, что, в общем, наушники это колонки и есть, то есть тут ничего такого принципиального, отличающегося от так сказать, сферы экспертизы фирмы KEF нету. То есть, понятное дело, что они тоже могут сделать хорошие наушники. Но пока, как я понимаю, у Джулиана там начинаются какие-то вот эти вот корпоративные секретики и тайны. То есть он не может сказать да и нет, типа делаем мы наушники, не делаем. Явно, я думаю, что они что-то будут делать, судя по тону. Вот, но просто ему нельзя разглашать, потому что там вечные вот эти вот проблемы с конкуренцией. А я, можно, еще конкретизирую вопрос насчет того, что будет ли развиваться вот линейка активных колонок. Если будет, то в какую сторону? Может быть, вообще какие, в принципе, новинки нам стоит ожидать в ближайшее время, о которых можно говорить. Okay, and the last thing, talking about the future and about the development of KEF, if we stay away from the headphones, is there any plans to develop this line of active speakers? Which way could it go? And even if you cannot talk about this, but
maybe there are some products that you can share information with us, which we could expect in recent months, years. I mean, I think as Jack mentioned earlier, and I also mentioned in the, let's say, the future of hi-fi and the future of KEF in hi-fi, I think we could not agree, and you mentioned it before, we hit a home run with our LS50 wireless product when it came out, and we could agree, obviously I can be a bit subjective, but we could agree that we are quite leading in the active speaker, hi-fi speaker market, yeah. We're talking, obviously we're not talking small smart speakers, active sports, we're talking about hi-fi brands, and within the world of hi-fi brands, I think we have a leading position in that, and our intention is to definitely to keep that leading position in active products. And I can tell you that we are working hard on further developments in active products, but and I think we just have to, you know, look forward, and we may see some further developments or additions or whatsoever in the active product field. But yes, this is a strong part from our product portfolio. And sorry to interrupt. So we can expect some new models or developing of the real ones, or you cannot say that? I cannot fully say that at the moment. I mean, we had the LS50 wireless some 2 years ago. Or a little bit more than that. And then we just about a little over a year ago, we brought LSX. And yeah, we'll have to see. But again, what I do confirm, or I can confirm, is that we put a lot of interest and efforts in further working on our active product solutions. Значит, попробую этот невероятно богатый информационный поток укомплектовать в небольшое количество слов. Значит, короче говоря, Джулиан говорит, что понятное дело, что сейчас ситуация такая, что, конечно, у нас действительно острие разработки связано с именно активными системами. Да, я задал вопрос насчет того, что будут ли активные системы как-то развиваться, расширяться линейка. Опять же, я так понимаю, что там вот эти вот корпоративные секреты. Он не может сказать, что будет новая модель такая или сякая, на чем они там работают, потому что Бог знает, чем это вывернется и что об этом подумают конкуренты. Сейчас, по факту, мы можем констатировать ситуацию, что KEF с ее активными колонками, вот CLS 50 и CLS X, которые вышли, когда, получается, в прошлом году, да, 2 года назад, уже забыл, 2 года назад. Вот, значит, собственно говоря, они сейчас доминируют на рынке вот этих вот систем, то есть именно хай-файных, серьезных, активных беспроводных аудиосистем. То есть пока что из конкурентов никто их перебить не смог. Поэтому, конечно же, они будут топить еще дальше в эту линейку, ее как-то развивать. Вот. Но, опять же, вот никакой конкретики, скажем. So, the last thing, Julian, are there any products from any line that you can maybe give us a hint of what should we expect after the end of the world, or it's still a very top secret? If the end of the world, it doesn't matter anyhow. Я пошутил, что типа, что нам ждать после окончания конца света, на что Джулиан сказал, да после окончания конца света уже все будет. We will never get to see it if it's the end of the world, right? Да. Ну это мы пошутили, но опять же. So what I can tell you is, I think we should stay. I mean, let's just, instead of looking at the future, if we look at and not look back 10 years, let's just look back past 2 years or 3 years to just cover a lot. I mean, we've in 2-3 years we've brought out a new Q series, right? We complete Q series line. We've brought out active speaker LS50 wireless. We've brought out LSX. We've brought out also about a year and a half ago or so a complete new R series line. We just introduced some months ago a refresh run of reference with new finishes, reference made in UK products. We brought some subwoofers in the last 3 years as well, the Cube 8, 10, and 12. I mean, we've been very active and we can expect that activity in future. And what I'm trying to say is, we should look forward to the coming 12 months, and there are definitely things in the pipeline. So much I can say, and it's going to be exciting. And
but I cannot say more. You know, have to have. I think everyone looks forward to good surprises, to positive news, and these will occur, but I cannot tell you what yet. Окей. Значит, ну, опять же, вот Джулиан говорит, типа, ну, вы понимаете, связан я коммерческой тайной, мужики. Вот, но все, что могу сказать, давайте посмотрим вот на последние годы, что у нас было, да, вы понимаете, что у нас, мы перезапустили серию Q, мы перезапустили серию R, которая, кстати говоря, не обновлялась, по-моему, лет 7, прям вообще. Сейчас, значит, ну, референс в новую тоже был обновлен, референс, это, да, вы понимаете, линейка, которая делается в Великобритании. Появились беспроводные колонки, да, и совершенно точно, что такого же рода новшества будут нас ожидать в ближайшие 12 месяцев, причем намекают, что будут какие-то сюрпризы. Ну, в общем, не сомневаюсь, честно говоря, мое мнение, что, безусловно, KEF наделает еще новых беспроводных колонок, каких-то хитроумных. Я с большим интересом этого ожидаю. Ну, а теперь давайте что, скажем спасибо? Нет, Миша, а давай последний Андрей, вопрос. еще последний вопрос, давай. So, Julian, there's even more, even the lastest. No, it's okay. There's, I have no other plans after this call. Окей, Андрей, давай, руби. Да, Хотел Джулиан добавить что-то, Андрей, да. Да, давай, Джулиан. Is it just one thing I want to remark from, if we rewind a bit, between comparing soundbar, not having soundbar, LSX. I mean, the one thing is, like with LS50 wireless or LSX, we should see this as a better or a more true solution to audio, because both have optical inputs and therefore you can have your TV connected to it. Yeah. This is actually a fantastic, great alternative to a soundbar. A soundbar, okay, it's an aesthetic, nice, convenient solution to place your TV or to hang on your TV, but to have true two speakers to give the right distance between left and right, you have that sound stage. I mean, it's a much better solution, and the price point is similar to many of the soundbars in the market. So it is a true alternative to soundbars. Да, вот, значит, еще раз хотел, Джулиан, проговорить эту тему, которая, кстати говоря, помнится, да, мы с Джеком ее затронули, и я тоже, в общем-то, по сути дела, от себя то же самое сказал, что получается, что вот идея там саундбара от KEF и тому подобных вещей, она, на самом деле, наталкивается на то, что, по сути дела, как раз-таки вот там LSX или LS50 беспроводные, которые по оптике подключаются к телеку, или как сигналы могут быть подключаться к вашему ресиверу, или непосредственно плееру, или там приставке, или там Apple TV, да, соответственно, это, по сути дела, альтернатива саундбару, и при том, что, понятное дело, саундбар, он чисто с эстетической точки зрения, это как бы некая такая небольшая, более-менее штуковина, которая прячется под телевизором, да, но все равно две нормальные полноценные стереофонические колонки с тем же функционалом дают гораздо лучший звук, при этом вы понимаете, что их цена, это примерно цена вот большого количества саундбаров, которые как бы на этом рынке существуют и претендуют на высокое качество звука. Так вот, у двух полноценных стереофонических колонок этот звук все-таки будет лучше. Между нами говоря, я с этим полностью согласен. Вот. Окей, and the last question is from Андрей. Последний вопрос от Андрея. Единственное, Михаил Сергеевич, проси, пожалуйста, Джулиана уложиться там пару-тройку слов, а не так отвечать, потому что я понимаю, все уже устали. Но, тем не менее, кто, по мнению Джулиана, является прямым конкурентом компании? Да что ж у вас за вопросы? Ну ты же знаешь, что я на них не ответил. Okay, a very strange last question from the chat, which is, come to the marketing point. And I know the answer because everybody answers the same. And the question is usually, is usual that who do you consider your main competitors in the market? In terms of speakers and all those stuff. I mean, there is the usual suspects, right? To say, but I think, I mean, main competitor, and I think it also it varies according to phases over time. You know, some years it's one, and then another years others. I mean, we have our long-term competitor in the market, BMW. For example, it also depends on depending on the part of the world. On the market itself, in the market itself, right? So, but we have monitor, and it's not for all product groups. See, this is the thing. You know, for Q series and so we would say monitor or DALI and so on. On higher ends, we see BMW on active
we don't really see too much. Yeah, good point. Let me translate that. Ну, то есть, ребята, опять же, это вопрос такой, ну, сугубо риторический, потому что, ну, как бы, все очень сильно зависит от конкретной части мира, о рынке, о котором мы говорим, да, потому что в одной части мира это, например, там Бауэрс Уилкинс, классический, как бы, этот самый конкурент, да, а в другой части мира Бауэрс Уилкинса нет, а там, я не знаю, какой-нибудь Танной, хотя Танной я не называл, Джулиан. Ну, он называл Бауэрс Уилкинс, типа, если мы говорим там о хай-эндной части линейки, опять же, зависит от конкретных моделей, да, тоже там в этом ценовом сегменте эти конкуренты, там, я не знаю, в среднем ценовом сегменте это там какие-нибудь Дали, что-нибудь такое, в высоком это какой-нибудь там Бауэрс Уилкинс. В сегменте активных беспроводных стереофонических систем нету конкурентов. И я, кстати говоря, действительно не могу сказать, что кто-то серьезную альтернативу по схожим деньгам и качеству, и дизайну смог до сих пор, я удивляюсь, конечно, почему, смог бы предложить. Yes. Do we finish somehow with this question? And then, I mean, again, also, I mean, there are competitors in the market, like in every other industry, but we try to do the best what we think is for our market and audience in general, and not to do what others do. But another thing before from the CI160 TR, I felt it wasn't completely. But the reason why we developed that product, it's an application solution. Right? Mm-hmm. Wherever there is no space in a ceiling, in maybe older constructions, or then on boats, space is the highest and most valuable commodity there. So it's a solution product, right? Wherever you don't have space to install a CI, you don't have the depth to put it in, that's when you use the TR. Because if you have space, we do recommend that you use the regular, 8 centimeter deep or 10 centimeter deep, because you will get more bass out of that speaker, right? So that's so much to that. Да, ну и вы понимаете, что на самом деле, конечно, рынок у нас очень и очень сегментированный, и тут часто компании предлагают очень конкретные решения для очень конкретных ситуаций. И в этом смысле очень хороший пример как раз-таки custom, господи, как это по-русски, колонки для инсталляции, да, вот, собственно говоря, вот эти вот сверхплоские колонки, которые можно устанавливать в очень неглубокие ниши. Соответственно, это вот супер нишевый продукт, который, вот, если у вас там есть нормальное пространство для встройки, то, пожалуйста, используйте классические колонки, да, а если у вас этого пространства нет, вот, пожалуйста, есть уникальное решение от KEF, которое вы можете задействовать, и альтернатив нет. И, собственно говоря, от себя я добавлю, что, конечно, повторюсь, ну, что значит конкуренты? Вы же понимаете, что на рынке хай-фая весь смысл состоит в том, что каждая фирма, и Джулиан тоже, кстати говоря, сказал, что каждая фирма исповедует некую свою идеологию, некий свой подход к звуку, к характеру, свои технологии. Да, KEF звучит совершенно иначе, не так, как Танной. Танной звучит совершенно не так, как Bowers Wilkins. Да, это все разные подходы. Лучше ли этот или лучше тот? Они конкурируют в том смысле, что, ребят, вы приходите, сравниваете и понимаете, вот это мой звук это звук KEF. Это абсолютно, это не то, что KEF лучше Bowers Wilkins или Bowers Wilkins лучше KEF. Для вашего уха. Решает только ваше ухо. Поэтому, собственно говоря, тут конкуренция, ну, слава богу, что все эти конкуренции существуют, что у нас есть выбор разных характеров звука, и мы можем найти свою, так сказать, свою радость и свое предпочтение. Okay, I added even more to your answer, as you could understand. Так, Андрей, ну что, мы идем к завершению, да? Да, мы идем к завершению, так что выбирайте ушами, друзья. Собственно, на этом все. Да, это был крайний вопрос. Давайте попрощаемся с Джулианом. Julian, so thank you so much. It was a pleasure to talk to you. Thank you for having us today in your interview chat. And yeah, it was a pleasure. Anytime again. Джулиан говорит, спасибо большое, было очень интересно. Вообще, в любой момент, в следующий раз тоже звоните, потрем еще в прямом эфире. Thank you so much. So, Андрей, let's finish it. Okay, thank you so much. Have a great evening. Да, всех наших зрителей благодарим тебя и весь KEF в твоем лице. Спасибо, что ты с нами, спасибо, что вы делаете крутые колонки.
Вообще, вы крутые. Спасибо вам. From all the viewers, lots of thanks for being with us and for the speakers that you do. You're doing cool speakers. Continue to do that. Thank you. Thank you so much. Until next time. Да, увидимся в следующий раз. Михаил, у меня небольшой анонс предстоящих мероприятий. Если ты хочешь побудь с нами, если... Okay, Julian, now we can turn off our channels and Andres will have some information. I will log off now. I will leave, yes? Yeah, thank you. You're allowed. Мы отпускаем Джулиана, он может выключиться. Вот. А ты, Андрей, давай рассказывай, что ты там. Да, я буду еще больше задерживать, дорогие друзья, тебя, Михаил Сергеевич, в первую очередь. Смотрите, небольшой анонс предстоящих мероприятий. В эту пятницу в 18:00 состоится повторная встреча с мистером Ванденхулом. Это в пятницу уже? Да, в эту пятницу, послезавтра. Ой, елы-палы. Так, хорошо. Жизнь скрепись. Я ж опять в ней участвую. Да, он-то и делает. Непосредственным участником. И в понедельник, на будущей неделе, также будет у нас очередной стрим компании «Мотива», в которой будут участвовать Михаил Сергеевич. И опять я, елы-палы, да просто. Белоушкин, генеральный директор компании Simple Distribution, ну и, собственно, сам представитель «Мотива». Вот насколько я знаю, смотри, там, Андрюш, там круче с «Мотивой», и насколько я понимаю, это будет именно владелец, основатель компании. То есть это прям реально может быть очень-очень серьезный, интересный разговор о том вообще, как это все замутилось, как они стали делать, штуковины в США за такие деньги. Вот, так что не просто представить. Нисколько не сомневаюсь, так что, дорогие друзья, ждем вас вновь на наших стримах. Всем добра, благополучия. Не болейте. И слушайте хай-фай. Да, спасибо, ребята. Все, спасибо, Андрей. Пока-пока. Берегите себя.